Друзья, всем привет! Хочу вам поведать об одной крайне неоднозначной ситуации. С одной стороны, я как бы не могу об этом промолчать, а с другой стороны, сейчас на Филиппинах из-за наших с вами соотечественников сейчас разворачиваются такие события, которые, я так полагаю, могут быть положены в основу какого-нибудь серьезного очень боевика, какого-нибудь крутого художественного фильма. Поскольку прямо сейчас на Филиппинах орудует один наш спецназовец, я, правда, не знаю, как его зовут, где он там служил, в каких войсках, в каких спецподразделениях, но он меня поставил в известность о том, что он начал действовать, и уже его действия, по его же словам, привели к последствиям и могут привести к еще более серьезным последствиям. И это видео в том числе для того, чтобы подобного рода последствия предупредить. Притом, моя совесть чиста, поскольку я об этом предупреждал вас, мои уважаемые зрители, больше месяца назад. Первоначально об этом предупреждал нас всех Вадим Шигалов. 14 декабря 2021 года вышло у него на канале видео, которое называется «Почти детективная история и реальная трагедия». В этом видео интервью Вадиму дает человек со скрытым в маске лицом, который представился братом россиянки Юлии Убы, которая уже на протяжении достаточно длительного времени, 2 года, по-моему, если я не ошибаюсь, содержится в филиппинской тюрьме в Маниле. Притом ей не предъявлено никаких обвинений. Дипломатический работник повел себя не лучшим образом, он зачем-то конфисковал у нее документы, и сейчас ее не могут депортировать, поскольку у нее нет документов, и в то же время никаких обвинений ей не предъявляют. Первое видео, как я уже сказал, вышло на канале Вадима Шигалова, где вот этот человек, как мы предполагаем, что он либо служил где-то в спецназе, либо является действующим сотрудником спецназа, подробно рассказывает, кто такая Юлия Уба, что она предприниматель, жила здесь в России, здесь ей там начали ставить определенные препоны, и она уехала на Филиппины, купила там фирму, с этой фирмой возникли какие-то непонятки, сложности. И здесь я, наверное, впервые озвучу то, о чем мы не говорили до этого. Там речь идет о то ли царском, то ли колчаковском золоте. Каким-то образом вот эта фирма, которую купила Юлия Уба, она имеет ко вкладам каким-то еще Российской империи отношение. Так вот, этот человек, родственник Юлии, записал видео с Вадимом, где подробно ему все рассказал. Затем я уже записал видео с Вадимом Шигаловым, где он достаточно компактно всю эту ситуацию расписал. То есть, чтобы не брать интервью у человека там по 10 раз, мы записали с Вадимом на 21 минуту ролик у меня на канале, который называется «Россиянку держат в тюрьме на Филиппинах, она нуждается в помощи». То есть, какие бы там ни были игры насчет там царского золота, еще что-то, но человек, россиянка, держится в тюрьме на Филиппинах, гниет там фактически. И наше Министерство иностранных дел бездействует. Мы по своим каналам, естественно, попытались сделать так, чтобы в МИДе это видео увидели, вроде как его увидели, однако реакции никакой не последовало. И вот прошло 1,5 месяца, и вот этот человек в маске, мы до сих пор не знаем, как его зовут, как его фамилия, кем он там приходится, Юлии Убе, о которой идет речь, присылает мне следующую информацию. Ссылка: 4 февраля в российском посольстве на Филиппинах вспыхнул пожар. Пожар в здании посольства России в Маниле. На территории российского посольства в Маниле произошел пожар. Сообщило издание Inquirer со ссылкой на филиппинское пожарное управление. По его данным, возгорание взяли под контроль в течение часа. Других подробностей не приводится.
Опубликовано видео горящей крыши здания в столичном районе Макати, как утверждается, на территории российского диппредставительства. В МИД подтвердили, что в здании посольства в Маниле произошло возгорание. Там добавили, что сотрудников миссии и членов их семей, находящихся в здании, эвакуировали. Самому строению был нанесен значительный ущерб. По данным ведомства, сейчас устраняются последствия пожара и выясняются его причины. Ну вот мы, скорее всего, знаем причины пожара в российском посольстве на Филиппинах в Маниле, поскольку вот этот человек неизвестный нам до сих пор прислал мне сообщение следующего содержания. Пожалуйста, свяжитесь с МИД России, следующим пропадет посол. Я устал от этой брехни, буду делать то, чему меня учили. Как я уже сказал, ситуация неоднозначная. Я, как добропорядочный гражданин, должен сообщить, например, в полицию о готовящемся каком-то преступлении, которое мне стало известно. Но тут дело в том, что территория вообще-то не Российской Федерации, и я не могу ручаться за достоверность этих сведений, доказательств о том, что именно вот этот человек, о котором идет речь, совершил вот этот поджог, но, тем не менее, я не могу не придать огласке. Можете это считать официальным обращением в Министерство иностранных дел или там, я не знаю куда, в полицию, в прокуратуру, там без разницы. Но получается так, что сейчас на Филиппинах, в Маниле, орудует русский Рэмбо, который пообещал, что, как он написал, пропадет посол. Посол – это гражданин Российской Федерации, то есть в отношении гражданина Российской Федерации, независимо от того, насколько правильно они сейчас поступают в этой ситуации с российской же гражданкой, которая гниет в тюрьме, но он может пропасть, как написал вот этот вот человек, которого мы видели только в маске. Притом, не оправдывая, конечно, его действия, но просто давайте себя поставим на его место, то есть человек, который имеет какую-то серьезную боевую подготовку, его сестра оказывается в чужой стране, там она попадает в тюрьму, где ей не предъявляются никакие обвинения, по сути, ее гнобят в этой тюрьме. Если вы не в курсе, какие нравы вообще и что такое филиппинская тюрьма, вы можете погуглить, и наша тюрьма вам покажется курортом по сравнению с тем, что происходит вот там на Филиппинах. И вот никаких обвинений ей не предъявляют. Посольство Российской Федерации, которое обязано заботиться о своих гражданах, совершает прямо противоположные действия. Они изымают у нее зачем-то паспорт, и она остается без документов. То есть ее могли бы депортировать в Россию, но именно по причине действий работника посольства, который якобы уже уволен там по каким-то отрицательным мотивам, но она оказывается без возможности вернуться на родину. Если вы этого уволили человека, который не справлялся со своими обязанностями, может быть, стоит исправить все-таки его ошибку. Иначе это может привести, если уже не привело, вот мы не знаем, что действительно там произошло, да, пожар. А если сейчас действительно пропадет посол, например, что тогда? Я не думаю, что наши будут там какой-то спецназ туда высылать, да, на Филиппинах, кто им даст возможность там действовать, чтобы задержать этого парня. И вообще мы не знаем, на что он способен. Так-то наши спецназовцы, ребята крутые. И кто его знает, что еще можно от него ожидать. То есть на наших с вами глазах разворачивается ситуация, достойная очень серьезного голливудского боевика уровня Рэмбо там или Командос. И это происходит сейчас на наших глазах, и мы являемся с вами непосредственными участниками. Я вам вот об этом рассказываю, вы это смотрите практически в прямом эфире. И жизнь оказывается даже интереснее, чем сюжет какого-то художественного фильма. Так что в любом случае будем за этой ситуацией следить. Всем интересно, чем это закончится, я так полагаю, но ситуация очень и очень серьезная.
Так что еще раз обращаюсь к Министерству иностранных дел. Делайте что-нибудь. Освободите, наконец, россиянку. Иначе другой россиянин может создать нам разного рода международных проблем. Я как бы его понимаю тоже, да, будь я на его месте, возможно, я бы действовал так же, поскольку у него, как я понимаю, никаких других возможностей не остается. То есть он обращался и к блогерам, то есть и Вадим, и я, мы освещали эту ситуацию. И обращался он официально в МИД, насколько я помню, там он тоже писал заявление. То есть много кто в курсе того, что происходит. Однако своим бездействием чиновники довели ситуацию вот до такого. Ну, нам остается только наблюдать при поступлении каких-то дополнительных сведений, дорогие друзья. Я вам сообщу, буду держать вас в курсе. А так, конечно же, сами можете посмотреть за новостной лентой, что там такое происходит в Маниле на самом деле. Еще раз говорю, может быть, это все не является правдой чистой воды. Я не могу полностью ручаться за то, что вот этот пожар в Маниле, в российском диппредставительстве, это дело рук русского Рэмбо. Но, как говорится, за что купил, за то и продаю. Тут мы с вами можем и предупредить готовящиеся преступления, и подвигнуть, наконец, чиновников из МИДа и решить вопрос с россиянкой, которая томится в филиппинской тюрьме. Ну, наверное, пока на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем пока.